Всем привет, мои дорогие подписчики, с вами сегодня Тури, и я хочу поделиться одной очень важной и, наверное, я бы даже сказал, исторической новостью. Дело в том, что сегодня, 14 августа, в программе комьюнити-контрибьюторов World of Warships, той, которой вы ее знали, пришел конец. И почему это произошло, кто в этом виноват, мы сейчас с вами и обсудим. Прошло буквально несколько дней после того, как меня исключили из программы, и сегодня, наверное, как гром среди ясного неба для Wargaming, новость. Практически все топовые комьюнити-контрибьюторы, западные, европейские, американские и даже азиатские, из программы выходят. О своем решении уже сообщили и Flambos, и iChase Gaming, и April White Mouse, и я думаю, что сейчас мы увидим с вами много-много видео о том, как другие западные ребята выходят из программы и больше не поддерживают компанию Wargaming своими видео и обзорами как комьюнити-контрибьюторы. Все это происходит ровно по тем причинам, которые я уже неоднократно озвучивал в своих видео. Пусть и несколько шутовским тоном пытался донести это до разработчиков. Все вы знаете, вот мой веселый мультфильм про грифов. Пытался даже в лицо говорить это на стриме с разработчиком, но он лишь, грубо говоря, вежливо улыбался в бороду и мне не отвечал. Все это следствие с поведения компании Wargaming. Давайте я озвучу основные тезисы и претензии к ВГ от бывших комьюнити-контрибьюторов. Первое из них заключается в том, что просто уже сколько можно делать лутбоксов. Лутбоксы у нас начались сначала в одном виде, можно было купить типа эти контейнеры, внутри можно было что-то получить. Да, это было, но это было не так часто. А сейчас практически весь новый контент вы будете получать в лутбоксах. Хотите камуфляж? Покупайте лутбоксы. Хотите получить ранний доступ к прокачиваемым на минутку кораблям? Тоже платите за лутбоксы. Причем очень большие деньги, потому что лутбоксы рандомные, и вам ни черта может в итоге и не выпасть. Я понимаю, что там сейчас типа сложные времена, кризис, нужны деньги, может быть уменьшается количество игроков, Wargaming, но таким способом зарабатывать, то есть фактически это филиал, мать твою, казино открыли у нас в интернете. Компания просто продает вам какие-то игровые автоматы, но это ж просто жесть. Второй каплей, безусловно, стала продажа Миссури. Этот корабль очень желаемый многими игроками, потому что, понятное дело, что он имеет повышенную доходность, да и, черт возьми, он просто историчный, один из немногих исторических кораблей в нашей игры высокоуровневых. И, понятное дело, речь уже не стоит о том, чтобы можно было купить этот кораблик там за внутренние ресурсы, свободный опыт или, может быть, уголь. Понятное дело, что уже нет. Но хотя бы, черт возьми, продайте его за дублоны, за какую-то цену, за какую вы продаете девятки. Но нет, черт возьми, это опять снова лутбоксы. И, как мы все с вами знаем, казино всегда выигрывает. Может казаться, что кто-то там получил Миссури или получит Миссури там в первом лутбоксе, сэкономит денег. Но мы с вами понимаем, что процент выигрыша и таким образом среднюю стоимость Миссури все равно установят разработчики. То есть если одному она упадет там со второго ящика, то второму закрутят, чтобы она выпала там с 40-го из 50. И таким образом он заплатит в 2, а то и в 3 раза больше денег. Разве это здорово? Разве это справедливо? Я считаю, что нет. Следующим фактом стало общение разработчиков с контрибьюторами в Дискорде. Вот мне очень понравилась цитата как раз у iChase. Он говорит: у меня было ощущение, что я разговариваю с адвокатом. Причем этот адвокат в какой-то определенный момент просто взял и вышел из дискуссии и ничего не ответил. Вот лично у меня такое же впечатление сложилось, когда мы с вами общались с разработчиком, с Шанаем на стриме. То есть ты ему задаешь вопрос, он всячески пытается слезть с темы, отвечает уклончиво и на некоторые вопросы просто не отвечает. Ну, ребят, разве это открытый диалог? Разве это то, для чего создавалась программа комьюнити-контрибьюторов? Нет, это не так. Помимо всего прочего, лично от меня хочу добавить, что сотрудники, которые занимаются программой комьюнити-контрибьюторов,
абсолютно не разбираются в том, что связано ни со стримами, ни с ютубом, ни с видео. Они просто некомпетентны в этом вопросе. Я неоднократно указывал на косяки и некомпетентность этих сотрудников руководству, но руководство все устраивает. Ну, ребята, тогда ловите то, что имеете. Помимо всего прочего, наверное, 99% фидбэка, который мы пытались донести, лично я пытался донести до разработчиков, это все растворялось где-то, знаете, в лучшем случае кто-то из них мог ответить: а, да нет, все в порядке, тебе кажется. А большая часть фидбэка просто пропадала, и в основном никаких изменений по нашему фидбэку не происходило, потому что разработчики, они считают, что они делают все правильно, и фидбэк это типа жалобы просто. Просто, ну, ребята сели пожаловаться, они чем-то недовольны, а на самом деле мы вот такие вот молодцы. Поэтому следующий пункт, он тоже следует отсюда. Это отношение разработчиков к мнению игроков. И мы с вами знаем, мои дорогие друзья, мои дорогие подписчики и зрители, что постоянно мы пытаемся разработчикам указать на тот или иной косяк. Здесь сломалось, здесь не работает. Торпеды пытаются починить, а может быть даже и не пытаются, там уже который патч. Но нет, зачем же чинить торпеды срочным образом, ведь это ж явная ошибка игры. Лучше мы с вами сделаем что? Правильно, введем новых премов на продажу, или может быть еще лутбоксов отсыпем, это будет здорово. Та же самая история, кстати, и со стрельбой за горизонт. Эту фишку тоже никто не починил. Можно было стрелять без прицела тогда, можно стрелять без прицела и сейчас. Конечно, это же фишка, это же не баг. Когда где-то 3 года назад поменялась общая команда разработки World of Warships, и тот, кто занимается выпуском игры, паблишинг-продюсер на тот момент он был, Борис Синицкий. В общем, он сказал, что мы будем максимально открыты к игрокам, мы будем делать все, что только можно для того, чтобы там с ними общаться. Пишите лично мне, пишите на форум, там все рассказывайте, все говорите. Нет, друзья, оказалось, что это тоже неправда, потому что на форуме стали тереть постоянно все сообщения. Мне лично жалуются, что некий товарищ Седой просто устроил какой-то геноцид, вытирает всех несогласных. Ребят, не знаю, я на форум давно не хожу, на эту помойку, и, честно говоря, во многом из-за этих причин, потому что там нормальное мнение бесполезно обсуждать. Там либо тролли, либо давят разработчики. Та же самая история, в принципе, происходит на так называемых официальных стримах по пятницам, где сидят какие-то представители компании Wargaming, а по-хорошему блогеры, которых взяли на зарплату из нашего брата. И они не читают важные сообщения, они читают только то, как мы восхваляем там Wargaming, спасибо за то, спасибо за это, а действительно важные вопросы освещают очень редко или просто банят. Вот, ребят, скажите, так ли это на самом деле, потому что я это видел своими глазами. Сначала, знаете, я списывал это все на количество онлайна. Ну, понятное дело, что если там 1000 человек, читать чат и отвечать на все вопросы достаточно сложно. Но на самом деле, в связи с тем, что интерес к официальным стримам падает просто с геометрической прогрессией, все в основном сидят на Твиче, фармят контейнеры, а не как-то там реально смотрят то, что происходит на экране. Вот я видел, допустим, в последнюю пятницу онлайн был вообще 500 человек. Ну, знаете, 500 человек это немного. Вот у меня бывает и по 1000 человек сидит. И, в принципе, я успеваю общаться и отвечать на вопросы. Если, по крайней мере, не с первого раза, то со второго. Поэтому, господа ЧСВшные разработчики, пожалуйста, обратите тоже на это внимание. Лично за себя могу сказать, что мне попросту надоело отношение разработчиков ко мне и моему каналу, и к моим зрителям. Хотя бы то, вот когда меня исключили, как попросту они обошлись с Настей, взяли, выкинули ее просто без предупреждений с поддержки комьюнити, даже не написали ничего. И такая же история с моим модератором. Но это вообще по-человечески или как? Вообще, вот как только я закончил общаться с программой комьюнити-контрибьюторов, у меня было реально ощущение, как будто вот я достал ногу из хорошего, знаете, такого коровьего говна. Сейчас, слава богу, этого ощущения у меня больше нет. И со мной солидарны, я уверен, ребята с Европы, с Америки, и что они тоже меня в этом плане поддерживают, за что им огромное спасибо.
В этом видео я еще хочу обратиться к моим бывшим коллегам по программе, к этим замечательным ребятам и девчонкам, которые сейчас состоят еще в программе комьюнити-контрибьюторов Wargaming. Ребят, я призываю вас лишь к одному. Пожалуйста, поймите, что больше так продолжаться не должно. Разработчики компаний должны что-то поменять и в отношении к игрокам, к таким простым ребятам, как вот все мои зрители, да и я сам, я обычный игрок в эту игру. И, конечно, тоже комьюнити-контрибьюторам, потому что, ну, нельзя так себя вести. Ну, нельзя. Нельзя игнорировать. Нельзя издеваться. Нельзя заставлять вас молчать и не рассказывать о проблемах, например, как это было со мной. Я вам могу рассказать пример для тех, кто не знает, о чем идет речь. Например, у меня было видео, я просто взял и посчитал, какое количество боев в рандоме провели разработчики за последний год в игре World of Warships. Ну вот все топовые, там тот же Шанай, Сабактавиан, Вессари, Костя, вот все, кого мы знаем. И оказалось, что если объединить всех этих разработчиков за последний год в рандоме, они сыграли, ну, 200, может быть, 300 боев на всех. Больше всех них, кстати, сыграл глава компании Малик Хатажаев. Вот что самое интересное. То есть, ну, я как бы немножко проанализировал ситуацию, схватился за голову и сказал: ребята, вы вообще в игру свою играете? И хотел выпустить такое видео, но мне разработчики сказали, что нет, такое видео выпускать нельзя, потому что это что? Заведомо ложная информация. Такой пункт у нас есть в правилах комьюнити-контрибьюторов. Поэтому, ребят, я уверен, что моя ситуация не единственная. И разрабы вам тоже что-то, ну, не рекомендовали выпускать. Хотя здесь никакой секретной и ложной информации нет. Это чистая правда. Разрабы в игру в последнее время играют все меньше и меньше. Поэтому, ребят, я вас всех очень люблю. Вы классные парни и девчонки. Я вам желаю миллион удачи, огромное количество подписчиков. Просто сядьте и подумайте, достойны ли вы такого отношения от Wargaming. Достойны ли вы терпеть все вот это вот. Вот. По-моему, я выговорился. Всем моим зрителям огромное спасибо, кто меня поддержал. Вообще, вот у нас был стрим в понедельник. Огромное количество поддержки, слов, донатов, миллион всего прилетело. Это просто было какое-то безумие. Я вам всем за это очень благодарен. И я еще раз убеждаюсь, что то, что я вышел из компании комьюнити-контрибьюторов, это было не зря. Об этом свидетельствуют поступки всех топовых блогеров из этой самой программы. Вот такие вот дела. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик. С вами Турямбыч, до новых встреч, пока-пока.